Недавно мой знаменитый брат Докси Дин потерял почти все свои зубы и внезапно стал самой счастливой 15-летней таксой на свете. Меня зовут Щенок Джей, и я приветствую вас в первом выпуске моего павкаста. И у меня в гостях ветеринарный стоматолог, которая буквально спасла Дина. И сегодня она расскажет, как сделать так, чтобы ваша собака не страдала от зубной боли. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Для начала расскажите, как вообще вы попали в ветеринарию? Вы с детства хотели лечить животных? Это потому что мы гораздо милее, чем люди? Но на самом деле я в детстве занималась конным спортом и хотела вообще лечить лошадей. Но когда пошла учиться в ветеринарную академию, поняла, что моя судьба именно с кошечками и собачками. То есть вы мечтали лечить экзотических животных, да? А получилось кого-то из них полечить? Типа там тигров, дельфинов? Лечила только из таких маленьких хорька и лису. Тигров потенциально могу лечить, волков могу лечить, всех крупных могу лечить. Но пока что не получалось. То есть акулу в брекетах вы никогда не видели? Нет, конечно. Жаль. А почему именно стоматология? Ветеринария ведь такая обширная. Тут тебе уши, лапы, хвост. Почему выбрали именно зубы? Так случилось, что я пробовала себя в разных стезях, попала случайным образом работать со стоматологом, и мне понравилось. Это очень интересное ответвление. Окей. А расскажите, что вам в вашей профессии больше всего нравится и что бесит? Вот, например, я обожаю свою работу, но меня дико раздражает, когда в качестве вознаграждения мне дают половинку вкусняшки вместо целой. Но я люблю, когда пациенты выздоравливают, и никаких осложнений не происходит после операции и во время операции. Ненавижу, когда владельцы меня не слышат и игнорируют мои рекомендации. Это меня изрядно бесит. Все-таки мы гораздо милее, чем люди, да? 100%. Бесспорно. Ну что ж, кажется, мы уже немного познакомились. И вы, в общем-то, совсем не такая страшная, как мне говорил Дин. Так что давайте сейчас поподробнее обсудим с вами его кейс. На момент операции Дину было почти 15 лет. Мы живем в Черногории, это небольшая страна на юге Европы. И здесь просто не было ветеринарного стоматолога. А зубы – дело тонкое. Особенно, когда ты пожилой суперпёс с мировым именем. Так что после нескольких онлайн-консультаций Дин в итоге сел в самолет и полетел к вам на лечение. Вы помните, с чем именно он к вам обратился? Помню, он обратился с периодическим чиханием. Были гнойные истечения из носа. Не то чтобы на регулярной основе, но периодами возникали. Соответственно, это часто история у такс, которая лечится хирургически. Сначала мы должны подтвердить, что эта проблема действительно из-за зубов, и, соответственно, их удалить, то есть вылечить. Скажите, а насколько часто такое бывает, что из-за больных зубов воспаление переходит в нос? Такое случается у всех собак? Или у такс это особенно часто? Да, в основном это очень часто распространенная проблема стоматологическая. В основном она происходит у карликовых либо у средних пород собак, и особенно у кого длинная мордочка. То есть там не совсем много объема костной ткани, и, соответственно, может появиться больше воспаления. Ну, то есть там, чтобы поразить костную ткань, не нужно много кушать. Именно объема костной ткани там недостаточно, и воспаление происходит быстрее, чем, допустим, у крупной собаки, у кого массивная челюсть и плотность костной ткани. Поэтому, да, в основном это карликовые, маленькие породы собак и узкочелюстные. Когда Дину сделали компьютерную томограмму, мы увидели, что костной ткани там довольно мало, и она выглядит, как будто это нос не собаки, а какого-то птеродактиля. Это и есть то, о чем вы говорите? Да, все верно. Да. То есть это просто один из факторов, предрасполагающий к данному заболеванию. Когда Дин только собирался к вам на прием, родители сделали ему целую фотосессию зубов и отправили все снимки. И мне стало интересно, вы уже тогда поняли, что проблема именно в клыках? Или по фото это невозможно сказать? И все стало ясно только после КТ
или очного осмотра? Как вообще обычно происходит диагностика? Что видно сразу, а что нет? У некоторых это сразу может быть видно. В вашем конкретном случае мне не понравились участки с внутренней стороны зубов, там, где вот клыки уходят в небо, да, то есть не с внешней стороны, а вот именно с внутренней. И там в глубине были массивные зубные камни, которые по опыту, да, мне говорят и подсказывают, что там внутри есть достаточно глубокие карманы. То есть я заподозрила эту проблему на первичной консультации, но подтвердила диагноз уже по факту исследований КТ и уже в момент операции инструментальным способом, рентгеновскими снимками. То есть уже полностью поставлен диагноз был, конечно, когда появились дополнительные методы исследования. Во время операции вы удалили моему брату Дину сразу 12 зубов. Это считается много или вполне нормально? Особенно если учесть, что все это за одну процедуру. Тут все очень индивидуально, потому что каждая собачка по-разному реагирует на травму, по-разному реагирует на боль. И, естественно, поражения зубов у всех разные. Мы ориентируемся по объему травмы, которую мы наносим в момент операции, по объему масштаба, который предполагается. По сути, 12 зубов — это ни много ни мало, это нормальная цифра. Вот, к сожалению, к счастью, не знаю. В целом мы иногда удаляем за раз даже все зубы при плохом состоянии. То есть иногда даже лучше удалить все зубы, все 42, да, либо там чуть меньше, если у питомца чуть меньше зубов, чем наоборот оставлять с таким источником инфекции, допустим, если это очень сильно запущенный случай. Поэтому в целом у вас не такой был запущенный случай, и уже изначально не было какого-то ряда зубного. Поэтому 12 зубов — это среднее количество, которое абсолютно допустимо делать за посещение. У Дина была еще одна проблема. У него в челюсти остались корешки от зубов, которые удалялись раньше в разных клиниках. Да. Правильно ли я понимаю, что это произошло потому, что мы обращались не к стоматологу, а просто к хирургам общей практики? Для них, видимо, вот такое неполное удаление — это нормально? Не могу отвечать за действия других врачей. Возможно, это нехватка знаний, нехватка оборудования, да, то есть они, возможно, не имеют рентгеновских снимков и удаляют на глаз, не зная, что они, допустим, сломали зуб, либо зуб имеет определенную анатомическую форму, что, допустим, там иногда аномалии зубов встречаются, вместо 2 корней 3 корня, вместо одного там 2, то есть и так далее. Соответственно, очень часто врач просто не видит, что он делает, и иногда даже не хочет навредить пациенту, но он вредит этим, потому что у него нет под рукой рентгеновских снимков либо определенного опыта. То есть, если совсем по-простому, за стоматологическим лечением нужно идти именно к ветеринарному стоматологу, правильно? Да, если есть такая возможность, конечно, только к стоматологам, потому что, во-первых, у них есть достаточно богатый опыт удаления зубов, сложных зубов. Рука набита, скорость уже абсолютно не та, которая может быть у хирургов. То есть техника операции уже, так сказать, выстроена определенным порядком, и все стоматологи, хорошие стоматологи, обязательно делают снимки до и после, чтобы убедиться в качестве своих проведенных манипуляций хирургических, и чтобы вы были спокойны, что действительно вы заплатили за качественную работу. Кстати, вот что меня удивило. Дину удалили 2 верхних клыка. Да. А я, если честно, даже не представляю, как вообще можно их вытащить. Они были такие огромные, мощные. Серьезно, вы ходите в спортзал, чтобы справляться с такими зубами? Для удаления любых зубов сила не нужна, важна техника. Поэтому есть определенные техники во время удаления зубов, которых мы придерживаемся, и сила обычно нам не требуется. Да, там понятно, если мы будем удалять какому-то медведю зуб, соответственно, сила понадобится, это точно, но у нас маленькие пациенты, поэтому важна именно техника. Поэтому мы иногда встречаемся такие бывают случаи, когда хирурги ломают челюсти, потому что они прибегают к силе, а это делать нельзя. А челюсть-то маленькая, кость маленькая, тоненькая, поэтому здесь очень важна техника. Дина изначально планировали отвезти на лечение в Сербию, в стоматологическую клинику. Но там, видимо, перестраховались и отказали ему в приеме, потому что анализы показали не самую лучшую биохимию.
Понятно, что это важно, чтобы наркоз прошел безопасно. Поэтому расскажите, пожалуйста, как вообще обычно проходит предоперационная подготовка? Конечно, надо обязательно обследовать всех животных. Это не только должны быть возрастные животные, это и самые маленькие могут быть пациенты, которых по тем или иным причинам мы можем не допустить до операции. Обязательно надо сдавать анализы крови, проводить исследования сердца, и уже, если нас по анамнезу что-то смущает, мы можем отправить там, на УЗИ брюшной полости, посмотреть на структурные изменения внутренних органов. Если у нас есть какие-либо отклонения, то мы должны понять, почему они произошли и опасно ли это в момент анестезии и после анестезии. Соответственно, мы предполагаем исход нашей операции, исходя из нашего диагноза, да, и из наших диагностики. Поэтому анестезиологу очень важно получить перечень всех хронических заболеваний. Мне это очень важно получить для того, чтобы назначить хорошую терапию после операции, да, и не встретиться с осложнениями. Соответственно, анестезиолог тоже смотрит, есть ли проблемы с сердцем, с почками, с печенью, потому что давление, да, то есть глубина сна, она определяется, это очень важно в момент анестезии. Насколько я помню, у вас не было критических каких-то диагнозов, которые требовали, ну, по которым нельзя было делать наркоз. Вот, да, есть отклонения определенного характера, но это абсолютно контролируется анестезиологом с учетом наших уже возможностей современных. То есть анестезия подбирается индивидуально, дозировки индивидуально подбираются. Временные рамки тоже, они могут зависеть от хронических проблем и от того, насколько хорошо спит питомец. Поэтому, да, очень диагностика важна и нужна. Окей, давайте рассмотрим такой случай. А что, если собаке нельзя делать наркоз? Ну, например, проблемы с сердцем, а зубы при этом в плохом состоянии? Получается, в такой ситуации лечение уже невозможно, и собаке просто придется жить с болью? Что значит болезнь сердца? Есть определенные диагнозы, есть определенные стадии заболевания. И действительно, при некоторых стадиях заболевания риск анестезии высокий. Но, соответственно, при таких заболеваниях обычно питомцу недолго жить-то осталось. Либо мы понимаем, что риски и та жизнь, которая, по сути, не очень качественная, да, с болезненностью, которая сильно может усугублять качество жизни, иногда владельцы идут на этот риск, зная, что питомец может там не проснуться, но зато он получит шанс на комфортную жизнь. Но, соответственно, если мы понимаем, что действительно есть какие-то заболевания стоматологические, нужно срочно делать зубки, допустим, все там разрушается в ротовой полости, инфекция обсеменяет весь внутренний организм, то есть такие бывают случаи, и есть заболевание сердца, то обычно кардиологи назначают терапию, то есть подготовку к анестезии. То есть пациент там неделю-две принимает препараты кардиологические, и уже с наименьшими рисками, да, они все равно большие, но все равно мы их немножко снижаем, но в основном все допускаются до стоматологии. Не было такого еще, наверное, в своей практике, чтобы прям не допустили. Спасибо вам за объяснение, потому что это один из главных страхов у всех владельцев. Да, это правда. Анестезия звучит пугающе, особенно для пожилой собаки. Это не безосновательно, потому что действительно бывают разные случаи, бывают разные исходы, но самое главное — правильный подход, снижать риски, если это можно, и быть очень честным с владельцем, объяснять, что разные исходы могут быть. И если владельцы на это готовы, то мы готовы помочь. А если бы Дин все-таки не приехал и продолжал бы жить с воспаленными корнями, чем бы это могло закончиться? Что бы его ждало без лечения? В целом, возможно, он бы продолжил очень длительно так чихать, и, возможно, ничего такого критичного бы в состоянии его не было. А возможно, это все усугубилось до тех пор, что он не мог бы прочихаться, он зачихивался бы днями и ночами, он не мог уже дышать. Это сильное воспаление было бы в носовой полости, и, соответственно, когда он чихает, вдыхает в себя вот эти вот бактериальные эксудаты, он отравляет весь организм.
И это влияет также негативно на почки, на печень, на сердце. И, соответственно, у нас могут циркулировать бактерии из ротовой полости, из носовой полости по всему организму. Скажите, у Дина почти не осталось зубов. Это вообще трагедия? Или с таким набором можно спокойно жить? С этим можно, конечно, жить. Питомцы, они, тем более, если они в домашней среде живут, они не добывают себе пищу, вы добываете за них им пищу, и поэтому им остается только проглатывать и использовать свои зубки по назначению, те, которые не болят. Потому что в основном в дикой природе, да, им нужно было бы добывать пищу, и срок жизни в дикой природе абсолютно маленький, там 5-7 лет, и все. И если сломали зубки в дикой природе, соответственно, они не могут добыть себе еду и не могут себя прокормить. И они становятся добычей для других хищников. Если мы говорим про домашнюю среду, зубы для комфортной домашней жизни многим животным не нужны. То есть это не значит, что мы удаляем всем да, домашним животным зубы без разбора, но по показаниям, если это есть, это нужно делать. Если зубки здоровые, здорово. Да, вы говорили, что у Дина осталось 6 зубов. Ну, мы пока нашли только 4, но он живет прекрасно. Даже стал больнее кусаться. Да, они там где-то глубоко. Ну вот у него осталось 4, ну или 6 зубов. Скажите, нужно ли теперь вообще за ними как-то ухаживать? Да, так как пародонтит — это тот диагноз, по которому мы теряли зубной ряд, он приходит только в стадию ремиссии после нашего удаления. Те зубки, которые мы оставляем, здоровые зубы, они, к сожалению, со временем тоже могут воспаляться. Чтобы это максимально отсрочить по времени, мы рекомендуем чистить зубы, потому что пусковой механизм к пародонтиту является в основном зубной налет, зубной камень. Это бактерии, соответственно, которые образуются каждый день, и поэтому, чтобы мы сохранили оставшиеся зубки, мы рекомендуем чистить зубы. Окей, Ди начал чистить зубы каждый день примерно с 5 лет. А если бы он начал раньше, у него был бы шанс сохранить все зубы? Или к 15 годам это все равно почти невозможно, даже при идеальном уходе? Нет, есть такие случаи, когда и в 15 лет прекрасные зубки, и мы ничего не удаляем. Это на самом деле редкость, но она встречается. Мы же не знаем, что было бы, если бы вы начали раньше. Может быть, это ни на что не повлияло, а может быть, повлияло. Я, к сожалению, не знаю, как было бы. После всего, что случилось с Дином, я, щенок Джей, твердо решил сохранить все зубы до самой старости. Каждый. Мне нужен самый ультимативный уход. Что в него входит? Самое лучшее — это чистить зубы каждый день хорошими щетками, пастами, стараться не пропускать, давать нагрузку на зубки, то есть какие-то игрушки, моцион должен быть в ротовой полости, и ходить периодически к стоматологам, то есть раз в год точно посещать стоматолога для осмотра. Если стоматолог увидит, там где-то зубной камушек образовывается уже, и, может быть, какое-то незначительное покраснение десен, то тогда проводить профессиональную гигиену под анестезией. А если без такого фанатизма, то какой минимум нужен? Это просто ежедневная чистка зубов? Да, это база. Окей, вы упомянули, что важна хорошая зубная щетка. А что именно считается хорошей зубной щеткой для собаки? На что нужно обращать внимание? Форма, щетина, размер? Что реально работает? Такая же, какая и человеческая хорошая зубная щетка. В основном, по крайней мере, в России ветеринарные щетки достаточно жесткие и агрессивные. Они могут царапать зубы, царапать эмаль, царапать десна и тем самым наносить, может быть, даже и вред. Вот. Мы должны выбирать мягкую щетку с ровным срезом, большое количество щетинок должно быть в щетке, и процесс должен быть комфортный в момент чистки. Используем круговые движения, либо параллельные движения в момент чистки. С внутренней стороны можно чистить, если дается. Ну и в основном, если мы говорим про щетку, да, она должна быть мягкая, с ровным срезом и по мере распушения, по мере ее порчи анатомии мы должны ее поменять. У моего папы есть очень модная ультразвуковая щетка с кучей режимов, подсветкой. Там все мигает. А мне можно пользоваться такой? Или это только для людей?
Да, можно, конечно. Ультразвуковые щетки животным можно использовать. Самое главное, чтобы силу сильную не применять, да, чтобы не было сильного раздражения механического на десна. А, И чтобы собачка этого не боялась. Потому что разные режимы, жужжание, вибрация, она может испугать. А это вообще эффективнее, чем обычная чистка? Что говорят исследования? К сожалению, таких исследований нет. Серьезно? Чтобы сравнивали чистки, да, обычной щеткой и сравнивали именно электрической. К сожалению, да, таких исследований нет, но есть исследования, которые показывают неэффективность щетки с силиконом. То есть силиконовые напальчники, силиконовые щеточки, они неэффективны. А, то есть вы имеете в виду вот эти щетки-напальчники, которые обычно используют для детей, да? Да, да. Я помню, когда я был щенком, какое-то время родители пользовались такой щеткой, когда я только приучался к чистке зубов. В период приучения это допустимо. В щенячьем возрасте почему нет? Но дальше, если мы говорим про качество профилактики, это неэффективно. А что насчет тряпичных напальчников? От них тоже нет толку? Нет, тряпичные напальчники уже более-менее нормальные. Нет, тут прям могут быть эффективные. Тут зависит от того, насколько мы доходим пальцем все зубы, эм, достаем ли до всех мест. Скажите, а с какого возраста вообще надо начинать чистить зубы? Если у меня еще молочные зубы, их уже нужно чистить? Или пока можно просто смотреть тиктоки про гигиену и делать вид, что я в теме? Можно уже приучать в этом возрасте чистить зубы, чтобы питомец понимал, что лезть в ротовую полость это нормально. А вообще идеально там с 5-6 месяцев уже точно чистить зубы, потому что уже выходят постоянные зубки, и, соответственно, мы можем начать гигиену в этот период времени. Можно и позже, но зачем, если можно раньше? Я начал заниматься здоровьем зубов с самого детства. Сначала просто воровал у Дина крышечки от зубной пасты. Мне очень нравился вкус. Но тогда у меня еще были молочные зубы. А как только стало можно чистить, я был так счастлив, как будто попал в закрытый клуб. У меня был пример моего брата Дина, и я всегда хотел начать чистить зубы так же, как и он. Моим родителям вообще не пришлось меня уговаривать. Но не у всех же так. Как приучить собаку к чистке зубов? Можно ли это сделать, веселым? Или хотя бы не пугающим? Надо, естественно, поощрять положительно, подкреплять, там, давать вкусняшку, либо играться в период приучения, чтобы были позитивные какие-то вибрации от этого процесса. Вот. Если питомец агрессивничает, то тут мы, к сожалению, не можем никакие рекомендации дать, кроме как посещать кинолога, да, то есть или зоопсихолога. Потому что здесь что-то конкретно, какая-то проблема, о которой мы не знаем, и нужно прям разбираться. Если щеночек активный, веселый, бодрый, то это легко приучается, длительно. Никто за неделю не приучает, это достаточно долгий процесс. Но сначала мы дотронулись просто до зубика, подержали просто пальчик на зубке, на зубе. И подождали, похвалили. Завтра 2 зубчика потрогали, больше время увеличили, тоже похвалили, поиграли, дали вкусняшку. Потом уже щеточка, 1 зуб, 2 зуба, 3. И мы увеличиваем всегда градус нашего приучения. Отличные советы. Но если у вас не такие послушные щенки, как я, и приучение к чистке зубов кажется вам чем-то из области фантастики, то у меня для вас есть кое-что крутое. Это мой любимый гайд «Секреты успешного воспитания щенка», созданный моими родителями и известным кинологом Ксенией Смирновой. Именно она помогла воспитать меня, щенка Джея, и моего старшего брата, легендарного Докси Дина. В гайде есть целая глава про гигиену и зубы, и даже видеоприложение с пошаговым методом приучения к чистке. Этот гайд поможет вам вырастить не просто собаку, а легенду с зубами мечты. Русскоязычная версия доступна по ссылке в описании, а для моих подписчиков на Бусти гайд доступен бесплатно, начиная с определенного тира. Я сам вырос по этому гайду, и посмотрите на меня. Красив, умен и зубы в порядке. Не упустите. Окей, ухаживать за зубами очень важно. Думаю, никто не станет это отрицать.
А что если вообще никогда не чистить зубы? То к скольки годам собаки обычно начинают их терять? В среднем. Ну, если совсем забить. Самый максимум, который у меня встречался, это 1,5 года. Мы удалили все зубы собачки в 1,5 года. 1,5 года? То есть ты не успел нагрызться игрушек, а уже без зубов? Да, Это просто ужасно! Ну давайте выясним, из-за чего зубы вообще портятся. Недавно мне попалось видео о том, что у людей самая частая проблема с зубами — это кариес. А у собак вроде бы кариеса почти не бывает. Почему так? У нас что, супер эмаль? у собак 5% встречается из всей численности где-то кариес. Это очень редкая находка. В основном, действительно, это больше подвержены люди. Во-первых, кошки вообще не имеют ни одного случая кариеса. У них это не бывает. Только у собак в 5% случаев мы можем увидеть. Если брать мою статистику, наверное, 1 или 2 пациента в год все-таки я обнаруживаю кариес, и мы его лечим. Почему так происходит? Во-первых, почему так редко это встречается? Во-первых, анатомия у животных, она на правильном расстоянии между зубы, на правильном расстоянии между друг другом. То есть там есть межзубные промежутки, контактные пункты достаточно далеко друг от друга, если мы говорим про правильную анатомию. Зубы не такие скучные, как у нас. У них нету жевательной поверхности в основном во всей пасти, да, то есть у нас зубки острые. Только самые-самые последние зубы имеют такие более плоские поверхности. И, естественно, пища и pH отличается намного выше у собак. И малоуглеводная пища, которая способствует кариеса не встречать. Вот. Если это все нарушено, эндокринные какие-то поражения у животного могут наблюдаться, то тогда мы можем находить вот такие вот кариесы на самых-самых дальних зубах. При осмотре это практически никогда не видно. Это случайные находки в момент уже профчистки. А если не кариес, то от чего тогда зубы у собак вообще портятся? У них есть другие диагнозы. Это называется пародонтопатия, пародонтит. То есть когда уже есть проблемы с структурными изменениями костной ткани. То есть кость уже не удерживает зуб в лунке. По какой-то причине, обычно это большой зубной камень, воспаление десны, бактерии проникают под десну и начинают вот эту вот кость разрушать, кушать. И зуб начинает шататься, либо выпадать, потому что уже он съеден бактериями. Поэтому так важно чистить зубки, чтобы зубной камень не сформировался на контакте с десной, чтобы туда не проникла никакая бактерия. То есть здесь преимущественно у собак встречается пародонтит. Окей, мысленный эксперимент. К вам приходит собака, вы ее раньше никогда не видели, но открываете ей рот и... Вы можете угадать, сколько ей лет? Интересный вопрос. На самом деле состояние зубов зависит от многих факторов. Визуально мы не можем поставить даже возраст, просто посмотрев в ротовую полость. Потому что, как уже было сказано, в 1,5 года зубки могут пойти все под удаление, они сильно могут воспалиться по тем или иным причинам. Поэтому мы можем ложно подумать, что собачка возрастная, а на самом деле она молодая. Либо наоборот, если там генетика хорошая, либо владелец очень хорошо ухаживал, в 10 лет могут быть прекрасные зубы, и мы можем подумать, что да вообще здесь зубы выглядят как будто там ему 2-3 года. Поэтому визуально это очень неточная оценка, и поставить возраст по визуальной картине мы не можем. А скажите, сколько вообще должна длиться чистка зубов? Это типа раз-два и все? Или там надо прямо работать? Тут зависит от того, какой питомец и какая чистка. Если он спокойно дается абсолютно все делать и с внутренней, и с внешней стороны почистить, некоторым нужно меньше минуты для того, чтобы качественно почистить зубы. А некоторым это минут 5. Это нормально. У всех по-разному. Некоторые просто дают буквально по несколько секунд, потом нужно делать перерыв, потом снова нужно там что-то почистить, потом перерыв. То есть очень все индивидуально и зависит от питомца. Получается, даже минимальная гигиена все равно лучше, чем никакой. Да, однозначно.
Тогда многие на это ответят: зачем чистить зубы, если я даю собаке бычий корень или другие специальные вкусняшки? Они же тоже чистят. Насколько это вообще обосновано? Это не очень обоснованно, это хорошее дополнение к чистке зубов, но если мы только будем полагаться на нагрузку, важно понять, что нагрузка происходит только определенным сегментом зубов. То есть у собачки 42 зуба, там клыки, резцы, премоляры и моляры, но участвуют только, наверное, около 15 зубов из 42. Поэтому ложно надеяться, что все 42 зуба почистятся из-за механического какого-то напряжения на механической нагрузке. Это неправильно. Но как в дополнение к чистке давать какие-то погрызушки твердые, лакомства долгоиграющие, я всегда за. Но кто дает только погрузушки, зубы только определенные могут самоочищаться, но далеко не все. То есть клыки, резцы, они не участвуют в этом процессе. Если мы посмотрим, как собачка грызет, то она грызет на одной стороне, на другой стороне только дальними зубами. А скажите, бывают ли какие-то вредные вкусняшки? Что такого есть в черном списке у стоматолога? Конечно, есть. На самом деле их много. Первый — это оленей рог. Он очень агрессивный, и он очень твердый. И если у собачки есть проблемы с перевозбуждением, они могут не соизмерить силу укуса, настолько перевозбудиться и сломать дальние зубы как раз-таки. Тот же бычий корень, если он пересушенный, либо если у собаки есть сильное перевозбуждение на это лакомство, то также даже бычий корень может сломать зубы. Поэтому нужно смотреть именно характер, как питомец грызет, есть ли проблемы с психикой в виде перевозбуждения, либо работать с этим с кинологом и потом давать погрызушки твердые, чтобы не было такого механической сильной нагрузки. Либо мы исключаем раз и навсегда такие твердые лакомства, от которых можно сломать зубы. Это камни, палки, рога, пластиковые бутылки, какие-то сучки, ветки. Все это может нанести ущерб слизистым и зубам. А если собаке нельзя давать вкусняшки? Ну, например, он аллергик. Игрушки, с которыми он играет, это можно считать какой-то нагрузкой на зубы? Есть ли от них польза? Да, игрушка может быть полезной, потому что она дает механическую нагрузку на связки зуба и, соответственно, может благотворно влиять на и самоочищение, и на сам зуб. В следующий раз я прямо так и скажу родителям: мне нужны новые игрушки. Это не для веселья, а ради здоровья моих зубов. Потому что игра — это тоже гигиена. Окей, а что насчет сухого корма? Есть такое мнение, что он помогает очищать зубы. Просто ешь, и зубы становятся чище. Звучит красиво и вкусно, но так ли это на самом деле? Есть определенные исследования, которые сравнивали рацион сухой, влажный, натуральный. Но что мы должны понять, что у каждого питомца свои пищевые привычки. Если мы, допустим, спросим, возьмем 10 собачек и спросим, как кушает та или иная собачка, мы услышим разные ответы. Кто-то кушает сухой корм буквально за секунду, просто всасывает в себя. Да? То есть мы можем даже видеть, что никакие зубы не напрягаются. Кто-то будет тот же корм кушать аккуратно, медленно, разгрызая почти, не каждую, но нагружая зубы. И, конечно, уже у этих двух собачек будет разное влияние на зубы. То есть у кого-то действительно может что-то самоочищаться, у кого-то абсолютно нет. Но если мы говорим про мягкий рацион все-таки более обволакивает зубы, механически очистка никакая ни за счет чего не происходит, и, конечно, больше зубного налета, зубного камня у нас формируется. И без разницы, это натуральная пища, паштеты, паучи, либо размоченный корм. Тут важна консистенция. Ясно. Я из тех, кто просто проглатывает корм. Так что экстра порции мне не светит. Вернемся к теории. Правильно ли я понимаю, что самое страшное — это когда зубной камень начинает контактировать с десной? Да, контактируют с десной, и десна уже, что мне делать, я уже отравляюсь от этих бактерий, помогите мне. Вот тогда, да, мы уже должны прибегать к профчистке. А вот что еще интересно.
Есть же всякие специальные жидкости, которые добавляют в воду и обещают, что станет меньше зубного налета. Это правда работает? Или снова красиво звучит только на упаковке? Это маркетинговый ход. Было бы прекрасно, если бы они работали, но таких доказательных источников нет. Исследований, подтверждающих, что что-то работает, нет. Зубной камень — это главный враг здоровых зубов у собак. Просто какой-то суперзлодей. И что, неужели правда нет никакого волшебного средства? Намазал, и камень исчез, победа. Да, было бы здорово и для людей тоже. Мы бы тоже этим пользовались, если бы это было все и для животных. Но, к сожалению, такого еще не придумали. Если там в составе говорят, все растворят, весь зубной камень, то представляете, что он может сделать со слизистыми? То есть, если там какая-то термоядерная какая-то масса, которая может растворить камень, то что будет со слизистыми и с самим зубом? Такого не бывает. Сегодня мы уже несколько раз ловили корпорации на необоснованных преувеличениях, когда речь идет о товарах по уходу за животными. Но знаете, что мы еще не обсудили? Зубные пасты. Они вообще все одинаковые? Или есть разница? Нет, они все не одинаковые, составы могут быть разные, и, к сожалению, даже составы могут быть опасные. Многие пасты содержат в себе фтороксилит, то есть люди, которые не относятся к ветеринарии, начинают делать бизнес на ветеринарной деятельности и начинают производить пасты наподобие человеческих. А это делать нельзя, потому что тот же ксилит и тот же фтор, который входит в человеческие пасты, токсичны для животных. И поэтому нужно смотреть обязательно составы, чтобы не навредить животным. Да? То есть какие-то минимальные, незначительные количества, если мы дали, ничего не будет, но если мы даем на постоянной основе пасту с ксилитом там, или фтором, то мы можем встретиться с осложнениями. Поэтому пасты все разные, надо смотреть состав. И на самом деле есть еще пасты ферментативные, которые могут осложнять течение гастроэнтерологических патологий. Допустим, если у собачки там энтеропатия, либо непереносимость какого-то чего-то там белка, либо что-то еще, то ветеринарная паста со вкусом там курицы, печени там, или говядины может спровоцировать расстройство. Поэтому если у питомца есть хронические проблемы, допустим, с пищевыми какими-то проблемами, с ЖКТ, то мы пасты не рекомендуем использовать совсем. Можно чистить просто щеткой, смоченной с водой, чтобы не обострять и не провоцировать состояние ЖКТ. То есть можно чистить зубы даже без зубной пасты, и эффективность не сильно пострадает? Нет, не сильно. Ох уж этот маркетинг! Но раз уж мы заговорили о продвижении, хочу сказать пару слов про наш Patreon. Этот подкаст, как и мое шоу с Сандой по PJ, мы делаем маленькой семейной командой. У нас нет продюсеров, огромных бюджетов или брендов за спиной. Все, что вы видите, мы придумываем, снимаем, монтируем, озвучиваем и оформляем сами. Работы хватает на всех. Даже Дин участвует, хотя ему вообще-то уже почти 16 лет. И если вам нравится то, что мы делаем, если вам близка идея доброго, честного контента о животных, сделанного с юмором, любовью и мозгами, тогда вы можете стать частью нашей стаи, став спонсорами на Patreon или Boosty. Это реальная поддержка для нас и классные бонусы для вас. У нас есть разные тиры и разные бонусы. Доступ в активный онлайн-чат со мной и моими родителями, возможность смотреть видео без рекламы и даже доступ к эксклюзивным личным материалам, короткометражным фильмам и театральным постановкам, которые делают мои родители, уже вне рамок моего проекта. Для нас это не просто платформа, это опора. Без нее не было бы ни Павкаста, ни Санды по PJ, ни, честно говоря, здоровых зубов у Дина. Так что если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании. А если вы уже с нами, спасибо огромное. Вы настоящие герои за кадром. Все, возвращаемся к зубам. Окей, следующий вопрос. Как я уже говорил, все владельцы боятся наркоза, и я могу их понять. Но сейчас все чаще предлагают так называемую чистку зубов без наркоза, например, в груминг-салонах.
Звучит заманчиво. Но насколько это вообще эффективно? Это неэффективно, потому что мы с внутренней стороны почистить зубы не можем, особенно если собачка не спит. Мы на осмотре даже самые дальние последние зубы оценить не можем и вообще их в целом увидеть. То есть это очень глубокие зубы, которые мы можем увидеть только при полном открытии пасти, вот когда вот собачка полностью расслаблена. Если мы говорим про чистку без анестезии, это сделать невозможно, то есть это только делают эстетические процедуры для того, чтобы визуально владелец видел, что что-то там беленькое. Если белое, то это, по мнению владельцев, равно здоровое. Но это ошибочное мнение, поэтому в основном это все работает для того, чтобы не помогать животным, но так как спрос от владельцев есть, такие манипуляции есть. Но про качество здесь говорить не стоит, его точно нет. Никакая собачка не даст сделать качественно чистку, потом прополировать все себе зубки. Невозможно какие-то карманы увидеть и полностью продиагностировать. То есть любой уважающий себя стоматолог данными мероприятиями не занимается. Это невозможно качественно сделать. Вы упомянули полировку после ультразвуковой чистки. Да. Что это такое и насколько это важно? Да, все верно, потому что в любом случае ультразвук это не безобидный аппарат, им можно навредить, если мы неправильно будем чистить. И особенно положение этого скалера в момент чистки важно. Мы можем и наносим микротрещины на эмали, когда мы чистим ультразвуком. При качественной чистке, при правильной технике эти микротрещины, микроборозды полируются потом как раз-таки специальной щеткой и пастой. Если этого не сделать, соответственно, будут эти микроборозды, микротрещины, туда будет образовываться налет быстрее, чем если бы мы провели полировку. И, конечно, может быть даже какая-то чувствительность у собачек в этой области. Ясно. То есть ультразвук без полировки — это как игрушка без пищалки. Спасибо за объяснение. Но давайте вернемся к чистке без наркоза. Вы сказали, что невозможно сделать все по-настоящему качественно. Но ведь это еще и очень страшно, правда? Ты в каком-то странном помещении, вокруг тебя чужие люди, и они лезут тебе в рот. Это не просто неприятно, это реально пугает. Это не только неприятно, это может быть больно, если, допустим, вот человек, который этим занимается, не увидел, не заподозрил больной зуб и начал его чистить скалером. Это достаточно сильные болевые ощущения приносят собаке, которые моментально переносятся в головной мозг, повышается давление, начинает собака задыхаться, то есть чаще дышать, у нее поднимается температура. А так как в ротовой полости работают вот этим вот ультразвуковым скалером, вся вода, которая стекает с рта, она может вдыхаться собакой. То есть вот при этом частом дыхании собака может проглотить остатки зубных камней, которые счищают. Либо иногда даже были такие случаи, они единичные, что зуб выпадал, и он попадал в трахею, и, к сожалению, это там до летальных исходов доходит. Кровотечение достаточно сильное может вызвать. Вот это вот сильный коктейль из стресса может пагубно влиять на сердце, на почки, на печень. Соответственно, очень много людей говорят, что нам наркоз нельзя, мы пойдем сделаем без наркоза. Либо они идут делать это без наркоза, но не проходят обследование, не знают, в каком состоянии внутренние органы у собачки либо у кошки. Проводят вот такую вот фиксацию жесткую, боль доставляют, стресс, тревогу. Тем самым вот этот вот коктейль гормонов стресса может пагубно влиять на все внутренние органы. И как раз-таки в течение недели собачка может не восстановиться, у нее может начаться отек легких вплоть до летального исхода. И также очень много фиксаций применяют, да, к животным. Они сопротивляются, им не нравится, они хотят выбраться из этого, а их пеленают и специально придавливают, тем самым давят на грудную клетку, они не могут полноценно продышать себя, либо могут вывихивать атлант, это шейный отдел позвоночника, либо могут травмировать суставы, это
бедро, очень часто бедро выскакивает у карликовых пород собак. И потом владельцам приходится разбираться не только со стрессом, не только с паническими какими-то дальнейшими атаками. Приходится обращаться к ортопедам для того, чтобы стабилизировать вот этот вот вывих, либо даже переломы таза. В общем, там очень много всего бывает. О, нет! Надеюсь, что такие экстремальные случаи бывают редко. У меня-то совсем другая история. Мои родители, они заботятся обо мне и Дине на максималках. Реально делают все, что могут. Но даже при таком супер уходе у нас все равно может где-то появиться зубной камень или даже что-то более серьезное, как в истории с Дином. И они испытывают чувство вины за это. Можете сказать им пару слов поддержки, как специалист? Потому что, ну серьезно, они лучшие. Просто иногда природа сильнее, чем зубная щетка. Да, все верно. Винить себя точно не нужно, и я против этого, потому что на самом деле, если вы делаете чистку каждый день, вы делаете все возможное, что от вас зависит. Действительно, мы даже себе не можем иногда качественно прочистить зубы, и мы обращаемся на профгигиену там каждые 6-12 месяцев. У животных то же самое, тем более это не человек, которому можно сказать потерпи. То есть до каких-то мест мы можем физически не доставать, и это абсолютно нормально. У собак есть определенная анатомия, фиссуры, в которых больше застревает налета, больше еды, и туда щетка может с трудом попасть. Поэтому какие-то зубы, да, какое-то пожелтение в каких-то вот углублениях зуба — это абсолютная норма, это не страшно. Мы не говорим про то, что чисткой зубов мы будем вот идеал соблюдать на протяжении всей жизни. Нет, камень и налет будет образовываться просто в тех местах, в которых нам, по сути, не так важно это. Да, вот в каких-то углублениях, да и бог с ним, мы даже иногда ультразвуком, да, вот в таких вот фиссурах не вычищаем, мы не можем это сделать. Поэтому в домашних условиях прям так сильно строго к себе относиться не стоит. Каждый день это прекрасная практика, ее нужно придерживаться, но со временем, если там в 2-3 года появится какой-то налет, это нормально. Это абсолютно нормально. Вы сделаете чистку, и дальше вы будете поддерживать эту чистоту зубов в домашних условиях. Вы себя успокаиваете тем, что бы было с зубами, если вы не начали чистить каждый день. Уже бы через полгода там были бы конгломераты камня, вероятно, всего, которые точно бы привели к какой-то проблеме, либо к ранней необходимости чистки под наркозом. Поэтому какой-то где-то минимальный зубной налет, зубной камень — норма, может быть. Если это уже вызывает какую-то проблему, там, начальную стадию гингивита, тогда да, мы уже обращаемся за профгигиеной. Скажите, а вы часто сталкиваетесь с тем, что люди тянут до последнего? Говорят что-то вроде «ну он же бодрый, кушает, значит здоров». Да, все верно. Такие случаи бывают. Это ответственность на владельцах. А какие вообще симптомы должны насторожить хозяина, когда уже не посмотрю потом, а бегу к стоматологу прямо сейчас? Первое, что это запах из пасти. Прям совсем неприятный гнилостный запах не должен быть у собачки, либо у кошечки. И это первый признак, что что-то там не так. По статистике, в 85% случаев стоматологическая причина — это первая, по которому появляется неприятный запах. Многие что думают? Ой, неприятный запах, они идут сразу к гастроэнтерологу, к терапевту, думают, что-то там лечить внутри. Но на самом деле проблема в основном всегда из-за стоматологии. Да, конечно, иногда стоматолог смотрит и говорит: да у вас здесь все прекрасно, и запах, скорее всего, не от этого. Идите дальше, проверяйтесь. То есть такие случаи бывают, но в основном, если брать статистические данные, преимущественно, да, стоматологические проблемы больше появляются по причине, допустим, неприятного запаха. Также может измениться пищевые привычки. Собачка раньше, допустим, тоже был интересный случай, когда собачка пила холодную воду, а по какой-то причине перестала. И владелица уже начала думать, что вообще случилось. Это такой вот маленький симптом, на который владелец вообще обратил внимание. Это бывает очень редко. А оказывается, у собаки потемнел один зуб, то есть стал не белый, а розовый. Это говорило о пульпите, что провоцировало более воспаление
боли воспаления, когда питомец пил холодную, прям проточную воду. Даже такие симптомы есть. Холодная вода. Бррр. Интересно, а качество воды как-то влияет на зубы? Типа бутылированная, фильтрованная, вода из-под крана. Есть, но прям полноценных исследований нет, потому что вода у всех разная, состав у всех разный. Вообще рекомендуется пить обработанную воду, фильтрованную воду собачкам, кошечкам, ну и людям. Но влиять, да, она может. У меня некоторые случаи были, владельцы описывали, что явно ухудшение состояния зубов, когда они переехали там в другую страну. Такое было. Окей, с водой все ясно. А что насчет замороженной воды? То есть льда. Я часто вижу в ТикТок, как хозяева замораживают вкусняшки, делают вкусный лед и дают их в жару. Это вообще безопасно для зубов? На самом деле есть исследование, что лед может сломать зубы. То есть если, да, действительно, если какой-то небольшой кусочек, вероятно всего нет. Если это какой-то вот такой вот, наверное, булыжничек, да, квадратик, вот он уже может действительно что-то спровоцировать. Я не против, если это будет просто лизаться. То есть тут зависит от того, как собака с этим обходится. Если она просто мусолит в ротовой полости, не грызет сильно, да, либо это маленький какой-то лёдик, который, ну, по сути, не страшен. А если это крупный какой-то кусок льдища, это может нанести ущерб. Я запоминаю все, потому что я твердо решил стать собакой с самыми лучшими зубами в мире. Но вот что интересно, может, у меня есть какие-то мощные конкуренты, которые выиграли в генетическую лотерею? Есть ли породы, у которых от природы самые здоровые зубы? И наоборот, у кого чаще всего проблемы? Наверное, такой статистики у меня нет, потому что я как стоматолог, ко мне приходят с разными проблемами, разные породы. То есть я не вижу прям идеальной породы, чтобы не было стоматологической какой-то проблемы. То там зубик сломают, то с десенками проблемы, то пародонтит. То есть есть разные проблемы. Прям какой-то породы выделить, наверное, не могу, потому что все могут встретиться с данными проблемами. Самая частая порода, с которой мне приходится встречаться, это йорки, шпицы, все карликовые породы собак. У них не очень состояние зубов с возрастом. И брахиоцефалы. То есть те животные, у которых мордочка приплюснутая, зубы скученные, между ними абсолютно нет никаких промежутков. Они скапливают себе много шерсти, остатков пищи. Прочистить их очень редко бывает, вообще допускается возможным в домашних условиях. И, к сожалению, даже если владельцы что-то делают, они по большей части все равно рано или поздно приходят к стоматологам. Из-за такого расположения зубов страдают зубки. Поэтому самые сложные, самые частые посетители — это брахиоцефалы. Ура! Хоть где-то таксы не в топе антирейтинга. Да. Чаще всего у такс нормальный прикус. Зубы не скученные, промежутки в порядке и так далее. Но в ТикТоке я видел собак в брекетах. Причем они выглядели так классно, что я тоже захотел. Это чисто ради эстетики или вообще имеет смысл? На самом деле, если мы говорим про показания, то есть к брекетам должны быть определенные показания. Если врач себя уважает, если любит животных и хорошо выполняет свою работу, брекеты устанавливают тогда, когда есть на это показания по травматическому прикусу. То есть зубы сами себя травмируют. И действительно, такие ситуации нужно корректировать, нужно лечить. Если пришел владелец с запросом «мы хотим на выставку», а у нас зубки кривенькие, есть такие врачи, которые пойдут на поводу и сделают красивую улыбку, но это, получается, не для животного мы делаем, а для владельца. Животные без этого обойтись абсолютно могут, даже если какой-то зубик, да, там, неправильно вырос, это не страшно, жизнь абсолютно будет комфортной и без боли в дальнейшем. Поэтому, если это сделано по показаниям, то это хорошо. А если это сделано не для показаний, для каких-то других целей, то собачка будет страдать, потом в дальнейшем, возможно, разводить все эти прикусы неправильные. Это не очень хорошо. Я к этому негативно отношусь. Как интересно.
Кстати, мой папа носил брекеты больше 3 лет. И глядя на него, я понял, что это не очень приятно. Особенно после коррекции он был готов лезть на стену. А как это переживают собаки? Это очень сложно, потому что только в определенный период жизни можно поставить брекеты, когда зубки развиваются, челюсть растет, когда еще костная ткань достаточно мягкая и может быстро поменять положение зубов. То есть, если вы придете в 3 года, поставьте брекеты собачке, ну, это уже невозможно. Потому что слишком длительный курс брекетов собаки никакие не относят. Действительно, много лет это невозможно. В раннем возрасте, там с 6-7 месяцев обычно ставят брекет-системы, и тогда собачка может походить максимум месяц, и все у нее исправится та проблема, которая, допустим, вот там травмировала слизистые. То есть у них не такой срок носки этих брекетов, но как они носят, зависит от темперамента, потому что у меня были случаи, когда я установила конструкции определенные, и через 2 дня собака их все сгрызла. То есть и вот так вот нужно постоянно подвергать собаку анестезии для того, чтобы корректировать вот эти вот все наши кнопки. И я потом уже даже хотела отказать владельцу, потому что она не могла контролировать свою собаку, она не могла ее ограничивать. Собачка тапки искала, все предметы, которые можно было там грызть, она грызла, и тем самым скалывала себе брекеты. Если собака абсолютно спокойная, нормальная, то она относит брекеты очень хорошо, спокойно, без какого-либо сильного дискомфорта. То есть все зависит от темперамента. Думаю, папа готов был бы заплатить двойную цену, если ему все Да. сделали за несколько месяцев, а не за 3 года. Но мы не говорим про идеал, мы говорим про устранение причины, устранение травмы. То есть мы, по крайней мере, я, да, не стремлюсь к идеальной улыбке. Вот мы проблему решили, этого хватит. Помню, когда папа носил брекеты, я недополучал игрушки, потому что он говорил, что это очень дорого. А как насчет собачьих брекетов? Так же разорительно? Нет, намного дешевле. Установка там около 30 тысяч, снятие, коррекция там 5-7 тысяч. Ну, то есть это не такие огромные суммы. Если тяжелое лечение, длительное лечение, либо мы постоянно сталкиваемся с деформацией нашей конструкции, да, конечно, там и за 100 может привалить. Эх, жаль, что мой папа не собака. Можно было бы сэкономить на ортодонтии. А что насчет имплантов? В ТикТоке я видел питбулей с золотыми имплантами. Они выглядели как кинозвезды. Что это за крутокень? Вы, наверное, путаете импланты с протезами. Это очень часто делают. Когда мы видим стальной зуб, это не значит, что там имплант. Это значит, что это собственный зуб под коронкой. Вот, то есть мы ставим коронки по нескольким причинам. Если зуб сильно повредился, допустим, сломался, либо сточился, либо собака рабочая, она там на рукав прыгает, и быстро зубки стачиваются, нам нужно это предотвратить, то тогда мы собственный зуб сохраняем, просто делаем коронку. Вот такую обточку, слепки, коронку. Если мы говорим про имплант, то здесь нужно 300 раз подумать, в какую область и по какой причине. Потому что если мы удалили клык, там нет уже костной ткани, нам нужно что-то с этим делать. И имплант в виде клыка я еще не видела такого. Ну вот. То есть нам нужно достаточно сильный винт сделать. И если это крупная собака, это массивный будет зуб, да, то есть как коронка на этот имплант, все крупные собаки их вывихивают. Это неэффективно. Но есть импланты маленьких зубов. К сожалению, это делают тоже стоматологи тем пациентам, которые ходят на выставки. Допустим, нету пятерочки, там, 5-го зуба на нижней челюсти. А это очень важно для выставок. И тогда они маленькие импланты, маленький зубчик могут винтить. То есть он, по сути, никакую нагрузку не совершает, он не сломается, там не вывихнется никак. И поэтому такие зубки, да, действительно могут имплантироваться. Но полноценно пользоваться собака ими не может. Вот, потому что это сложно, и есть риск того, что просто кость не выдержит, допустим.
Если это массивная собака, здесь одно. Если это такса, либо карликовая порода собак, там кости мало, соответственно, это все работать не будет. Да, наверное, это были коронки. Как вам идея? Золотые вампирские клыки! Ху, вау! Но если серьезно, я могу поставить себе золотые коронки? Какого любого цвета, который выберете. Можно даже и гравировку сделать, какую пожелаете. Круто! Я был бы самой стильной собакой в городе! Ну или как минимум круче любого кота. Кстати, о котах. Я не хотел спрашивать, но как у них дела с зубами? У них все так же, как у нас? Или есть какие-то особенности? У них есть достаточно серьезные диагнозы, отличающиеся от собачек. Есть такие диагнозы, как также пародонтит, либо резорптивное поражение зубов, либо гингивостоматиты, при которых, к сожалению, мы можем даже удалять абсолютно все зубы, даже если они здоровые. То есть определенные диагнозы у кошек, которые требуют тотального решения. У них не все просто с зубами. А кошек вообще приучают к чистке зубов? Они же не очень любят, когда ими командуют. Да, все верно. Это намного сложнее. В некоторых случаях это даже невозможно. В силу характера, строптивости это иногда даже больше вредит, приносит стресса в домашних условиях, а кошки очень подвержены стрессу и дальнейшим проблемам из-за стресса, поэтому в некоторых ситуациях мы даже не рекомендуем начинать эту процедуру. Все ясно? 1-0 в нашу пользу. Собаки снова лучшие. Окей, мы узнали много нового о вашей профессии. И мне кажется, она тяжелая, но невероятно важная. На примере Дина видно, как вылеченные зубы меняют все. И вот интересно, такие пациенты мотивируют вас? Что вы чувствуете в такие моменты? Я чувствую радость, мне нравится выполнять свою работу, видеть, когда у животных становится все лучше, они начинают хорошо кушать, играться, пользоваться ротовой полостью, когда раньше ограничивали себя в этом. У меня положительные эмоции от этого. А бывают ли другие случаи, менее приятные, когда, например, вы вынуждены отказать в лечении? Бывают, не то чтобы я отказываюсь лечить собаку, если бы собака ко мне пришла, я бы ее полечила, но тут между нами владелец, и мне нужно договариваться с владельцем и объяснять ту или иную необходимость. Иногда владельцы приходят и начинают диктовать, что им нужно. То есть я говорю, нужно это делать, они говорят, нет, мне нужно другое делать, вот я хочу только так и никак иначе. Тогда, к сожалению, мы не договариваемся с такими людьми. Я говорю либо так, либо никак. И тогда вот, если они согласны на мои условия, мы уже что-то делаем. Если нет, то мы не сотрудничаем дальше. Наверное, они просто боятся удалять много зубов. Да. Или вообще Да. все. Но как мы уже выяснили, жизнь без зубов возможна. И часто даже лучше прежней. Будем нести эту идею в массы. Да, это круто. Возвращаясь к примеру моего брата Доксидина, несмотря на то, что у него почти не осталось зубов, он ест ту же еду, играет с теми же игрушками, живет полноценной жизнью, как раньше. Самое главное, без боли, без дискомфорта, без вот этой вот хронической инфекции, это здорово. А как вы оцениваете в целом, за последние 10 лет отношение владельцев к уходу за зубами домашних питомцев изменилось? Люди стали более внимательны? Даже если через ТикТоки просвещение просачивается? Тут зависит от частного случая, потому что на самом деле не все владельцы досконально изучают вопросы здоровья животных, и они иногда приходят, потому что их кто-то там когда-либо там посоветовал, и они приходят, они ничего не знают. Естественно, также вот первый раз узнают информацию от стоматолога, что там зубки нужно чистить, что нужно, допустим, какие-то зубки удалять, и это будет нормально, безопасно. То есть есть люди, которые до сих пор ничего не знают, и это, нормально, да, я к этому нормально отношусь. Но так как у меня есть свой блог, своя просветительская деятельность, ко мне попадают владельцы, которые уже хотя бы что-то знают. В соцсетях у Татьяны тонны полезной информации. Сканируйте QR-коды или переходите по ссылке в описании. Да, и, конечно, у меня сейчас работа намного комфортнее, потому что нет необходимости уже объяснять людям, что удаление зубов это не страшно.
удаление зубов это принесет только пользу для животного, да, то есть давайте подумаем о животном, а не о своих чувствах, своих страхах, своих переживаниях. То есть, конечно, стало больше информации, стало лучше в этом плане, владельцы намного уже приходят более лояльные на приемы. А что в плане технологий? Например, у людей сейчас везде 3D-сканеры, 3D-принтеры. У животных тоже что-то такое внедряется? А искусственный интеллект для диагностики используете? Ну, искусственный интеллект еще нет, но я не приходилась еще. У коллег есть 3D-печать, 3D-сканирование, то есть все эти короночки, обточки можем уже по 3D-снимочкам распечатать, по сути. Есть КТ, но, видите, так как клиники разные, иногда приходится в другую клинику ехать для дополнительного обследования. Ну а так все материалы современные мы используем, стараемся не отставать от стоматологов. То есть, если человеческие стоматологи изобретают что-то новое, это быстро доходит до ветеринарной стоматологии. Ну да, да. Пробуем, изучаем, диагностируем, да, конечно. Здорово. Всегда приятно находиться на острие технического прогресса. Кстати, говоря об остром, а насколько ваша профессия опасна? Часто ли вас кусают? Бывает, бывает. Без этого никуда. Иногда владельцы специально не говорят, что их собачка может укусить, либо кошечка, либо это происходит неожиданно и не специально. Разные ситуации бывают, да, действительно, может быть, пару раз в год меня кто-то да и прокусывает, это правда. Вот, но последнее время я стала намного аккуратнее, если есть хоть какие-то признаки недружелюбия собачки либо кошки, я прошу владельцев мне помочь осмотреть. Мы уже поняли, что с людьми договариваться довольно сложно. Может быть, вы бы хотели, чтобы животные сами могли говорить, так как я. Стало бы проще нас лечить. Конечно, проще, конечно. Можно было бы спросить и получить ответ, это было бы очень здорово. Вроде, а где у тебя болит, справа или слева? Да, а какая боль? Мы бы тогда очень многое узнали, это было бы очень полезно. Это было бы особенно важно, учитывая, что у нас целых 42 зуба. Кстати, а у нас бывают зубы мудрости? Потому что у меня уже выросли все зубы, и, может быть, я уже официально мудрый. У собак, у кошек нету зубов мудрости, но иногда бывают такие случаи, когда зуб не может прорезаться через толщу костной ткани, либо через слизистую. И тогда мы можем их называть ретинированными зубами. Вот, но это вроде как не зубы мудрости, но что-то наподобие с зубами мудрости у людей. Но у людей они всегда мигрируют, они могут с течением возраста куда-то расти, куда-то утыкаться. У животных этого не происходит. То есть если они внутри где-то, значит, вот они там лежат и никуда не растут, могут только единственное, что воспалиться. Наверное, у нас нет таких проблем, потому что мы не стали заниматься всякими глупостями вроде прямохождения, как вы, люди. Да. Интересно, а вы бы смогли вылечить зуб человеку? В теории, да, могу. Я училась у стоматологов человеческих, как там лечат, каналы, да, в целом я могу, но не хочу. Это не для меня. 100% понимания. Если случится апокалипсис и больше никого не будет, я, конечно, вылечу, но не хочу. Ну и напоследок, а вы сами боитесь ходить к стоматологу? Ой, со мной история такая, что я не боюсь. Я уже поняла, что стоматология шагнула вперед, обезболивание прекрасное, врачи прекрасные, можно найти под себя удобного, комфортного человека. Нет, я не боюсь. Надеюсь, наш подкаст сможет сделать так, что и хозяева перестанут бояться ходить к ветеринарным стоматологам вместе со своими любимцами. Спасибо, Татьяна, за этот разговор и за то, что вы делаете. Спасибо, что пригласили. Было приятно узнать, что все хорошо у Дина, и чуть-чуть еще распространить полезную информацию даже на англоязычные какие-то паблики. Это классно. Ну и, конечно, спасибо вам, зрителям, за то, что вы посмотрели этот подкаст до конца. Если он был вам полезен, поставьте лайк
И обязательно напишите в комментариях, что вы думаете об этом выпуске и кого бы вы хотели увидеть у меня в гостях в следующий раз. Без вашей обратной связи нам не стать лучше. Меня зовут Щенок Джей, и до встречи в следующем видео.